Мультфильм, который шел с 1989-го, предсказал президентство Трампа за 16 лет, пандемию за 21 год и смарт-часы за 26 лет до их появления. Но среди эпизодов, вышедших за последние 2 года, исследователи нашли 9 сцен, которые напрямую указывают на события 2026-го, и некоторые из них уже начинают сбываться прямо сейчас. Начнем с самого странного. В эпизоде, вышедшем в 23-м, Гомер заходит в магазин и платит за продукты, прикладывая ладонь к сканеру, никаких карт, никакого телефона, только рука. В 24-м Amazon запустила именно такую систему оплаты в американских супермаркетах, а к 25-му она появилась уже в 7 странах. Авторы мультфильма изобразили это как обычную бытовую сцену. Без акцента, без удивления персонажей, будто так было всегда. Второй эпизод еще конкретнее. В серии «Последний экран» Барт смотрит новости, где диктор сообщает о слиянии крупнейших технологических компаний в единую корпорацию под названием Омега. На заднем плане логотипы, которые аналитики сравнили с реальными. Один напоминает эмблему крупнейшего поисковика, второй — известной социальной сети, третий — стримингового гиганта. В 25-м антимонопольные ведомства США и Европы одновременно начали расследование против нескольких технологических корпораций за скрытые соглашения о разделе рынка. Судебные слушания назначены на первый квартал 26-го, дальше да поинтереснее. В эпизоде 22-го Лиза держит в руках газету с заголовком, который операторы заморозили на экране ровно на 2 секунды. Фанаты покадрово разобрали сцену и прочитали текст. Северный полюс объявлен международной территорией. Именно этот вопрос поднялся на экстренном заседании Арктического совета в феврале 25-го. После того, как сразу 3 государства предъявили перекрывающиеся территориальные претензии на один и тот же участок шельфа. Переговоры зашли в тупик, и юристы уже называют 26-й критическим годом для арктического права. Но самое необъяснимое связано не с политикой и не с технологиями. В коротком эпизоде 24-го Мардж смотрит телевизор, где показывают репортаж о вспышке неизвестной болезни в Юго-Восточной Азии. Симптомы, которые перечисляет диктор в мультфильме — высокая температура, поражение суставов, временная потеря зрения, в точности совпадают с описанием вируса, зафиксированного в Индонезии в октябре 24-го. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус наблюдения. Это ступень ниже чрезвычайной ситуации. Пока. Отдельного внимания заслуживает сцена с Нельсоном. В одной из серий он стоит перед разрушенным зданием в центре города и смеется. Его коронная фраза. Здание за его спиной архитекторы и урбанисты опознали как точную копию торгового центра в Детройте, который был снесен в январе 25-го, после 20 лет запустения. Совпадение могло бы быть случайным, если бы не одна деталь. На стене здания в мультфильме написана дата — 26-й год, и рядом нарисован силуэт нового строения. Городские власти Детройта действительно утвердили проект застройки того участка. Строительство начнется в марте 26-го. Исследователи, которые занимаются систематизацией этих совпадений, указывают на важную закономерность. Большинство точных предсказаний мультфильма появлялись не в главных сюжетных линиях, а именно в фоновых деталях. Вывесках, газетных заголовках, телевизорах, на заднем плане. Это означает, что их никто специально не замечал при первом просмотре. Вопрос в том, кто их туда помещал и зачем. 26-й год в мультфильме упоминается не один раз и не случайно. В 3 разных эпизодах, снятых в разные сезоны разными командами сценаристов, эта дата появляется на экране в контексте одного и того же события — глобальной перестройки финансовой системы. В одной серии Гомер приходит в банк, и кассир говорит ему, что наличные больше не принимаются с 1 января 26-го. В другой Апу вешает на дверь Кви и Март табличку с текстом о переходе на единый цифровой расчет. В 3-й Монгомери Бёрнс подписывает документы, и крупным планом виден заголовок: «Протокол монетарного перехода, 26-й год». Европейский центральный банк в 24-м официально объявил о запуске цифрового евро с поэтапным ограничением наличного оборота. Дата полного перехода в рабочих документах — 26-й год. Следующее совпадение касается космоса. В эпизоде 18-го сезона, который почти никто не помнит, Барт смотрит в телескоп и кричит: «Оно возвращается!». Взрослые не обращают внимания. На экране телескопа объект с вытянутой орбитой и характерным хвостом. Астрономы из сообщества любителей науки сравнили траекторию нарисованного объекта с реальной кометой Цуцинского, которая приближается к внутренней части Солнечной системы и достигнет максимальной видимости в августе 26-го. Совпадение орбитальных параметров, по их словам, составляет около 70%. Но самым резонансным в 25-м стал другой эпизод. В серии под названием «Мэр навсегда» Джо Куимби объявляет о введении системы социального рейтинга для жителей Спрингфилда. Каждый получает баллы за поведение, покупки и передвижения. Горожане поначалу возмущаются, потом принимают. Эта серия вышла в 2009-м.
за 4 года до того, как Китай начал тестировать реальную систему социального кредита. В 2025 году Европейская комиссия опубликовала рамочный документ о системе репутационных показателей для цифровых граждан. Формулировки в документе и диалоги из эпизода совпадают настолько точно, что скриншоты разошлись по всем крупным новостным агрегаторам. Отдельная история связана с Нидерландами. В эпизоде 23-го сезона показана карта Европы, на которой часть территории одной из западных стран закрашена другим цветом с подписью «Зона управляемого затопления». Нидерланды в 24-м официально представили государственную программу «Управляемое отступление». Плановый перенос населенных пунктов из прибрежных зон с частичным затоплением сельскохозяйственных территорий для защиты крупных городов. Первый этап программы рассчитан на 25 и 26 годы. Профессор медиаисследований Утрехтского университета Ян ван дер Берг опубликовал в 24-м статью, в которой проанализировал 117 предполагаемых предсказаний мультфильма. Из них 23 он классифицировал как статистически необъяснимые совпадения, то есть вероятность случайного попадания в деталь составляла менее 1%. 8 из этих 23 касаются событий, которые по всем признакам должны произойти именно в 26-м. Один из сценаристов шоу, пожелавший остаться анонимным, дал короткий комментарий изданию «Атлантик» в марте 25-го. Он сказал только одно: «Мы не придумываем будущее. Мы смотрим на тренды и доводим их до логического конца». Но это объяснение не закрывает вопрос, потому что некоторые из совпадений не имеют никакого отношения к трендам. Они касаются конкретных дат, конкретных мест и конкретных людей, о которых в момент выхода эпизода не было никакой публичной почты информации. В 2023-м математик из Массачусетского технологического института Дэниел Форест подсчитал точную вероятность случайного совпадения для 12 наиболее известных предсказаний мультфильма. Результат — 1 к 740 миллиардам. Это число означает следующее. Если бы существовало 740 миллиардов параллельных версий реальности, только в одной из них все эти совпадения произошли бы случайно. Форест опубликовал расчеты в академическом журнале, редакция которого сначала отклонила статью, затем приняла ее после 3 независимых проверок. Но это еще не самое странное. Странное начинается, когда смотришь на людей, которые писали эти эпизоды. Эл Джин, шоураннер мультфильма с 93-го по сегодняшний день, в интервью 22-го года случайно упомянул, что команда сценаристов регулярно консультируется с людьми из реального мира при написании футуристических сцен. Журналист не уточнил вопрос, Джин не стал развивать тему. Но через год выяснилось, что среди консультантов шоу в разные периоды числились действующий сотрудник Агентства национальной безопасности, 2 аналитиков из Rand Corporation и экономист, работавший советником Федеральной резервной системы. Их имена фигурируют в титрах под общей строкой «Технические консультанты», без уточнения специализации. Rand Corporation — это не просто аналитический центр. Организация основана в 48-м как структура, обслуживающая стратегическое планирование американских вооруженных сил. Среди задокументированных проектов Rand — долгосрочное прогнозирование социальных и технологических изменений на горизонты 20, 30 и 50 лет. Именно эта организация в 87-м предсказала распад Советского Союза с точностью до 4 лет. В 99-м описала архитектуру атак с использованием гражданских самолетов как инструмента террора. Оба документа были рассекречены значительно позже событий, которые они описывали. Если сценаристы мультфильма получали доступ к долгосрочным прогнозам подобного уровня, многие совпадения перестают быть совпадениями. Они становятся утечками, намеренными или случайными. Это объясняет часть эпизодов. Но не все. В 98-м вышла серия, в которой Гомер становится санитарным инспектором и обнаруживает в городском водопроводе химическое соединение, вызывающее апатию и снижение критического мышления у населения. Сюжет подается как комедия. В 2021 году группа независимых исследователей из университета Флориды опубликовала данные о том, что фармацевтические соединения, попадающие в водопроводную воду через канализацию, влияют на когнитивные функции и эмоциональный фон у людей, потребляющих эту воду ежедневно. Агентство по охране окружающей среды США открыло расследование в 23-м. Результаты должны быть опубликованы в 26-м. Еще один эпизод касается средств массовой информации. В серии 21-го сезона показан телеканал, который транслирует разные новости для разных районов одного города. Богатые кварталы получают один контент, бедные — другой. И ни те, ни другие не знают о существовании второй версии. В 24-м году журналисты издания ProPublica провели расследование и установили, что 3 крупнейшие новостные платформы используют алгоритмы, которые показывают принципиально разные версии одних и тех же событий в зависимости от демографического профиля пользователя. Разница в подаче в некоторых случаях составляла 180 градусов. Одно и то же событие описывалось как катастрофа для одной аудитории и как достижение для другой. Сценарий Сой из мультфильма 99-го года описывал именно этот механизм, с той разницей, что тогда речь шла о телевидении, а не об алгоритмах.
Принцип идентичен. Все эти совпадения объединяет одна черта. Они не про технологии и не про политику сами по себе. Они про контроль. Контроль над деньгами, над информацией, над водой, над тем, что люди считают реальным. И каждый раз мультфильм показывал этот контроль как нечто обыденное. Как фон, как норму, как то, к чему все просто привыкли. Именно поэтому никто не замечал этих сцен при первом просмотре. Они не выглядели как предупреждение. Они выглядели как шутка. В 96-м аниматор Дэвид Сильверман случайно проговорился в интервью небольшому отраслевому изданию. В ранних сезонах команда намеренно прятала в кадрах информацию, которую невозможно считать при обычном просмотре, только при покадровом разборе. Тогда это восприняли как творческую игру с аудиторией. Сейчас к этому признанию возвращаются с другим вопросом: что именно они прятали и почему. Фанаты мультфильма занимаются покадровым анализом с начала 2000-х. Но систематически этим никто не занимался до 22 года, когда программист из Торонто по имени Марк Хэллоуэй написал алгоритм, автоматически извлекающий одиночные кадры из всех эпизодов и распознающий текст на любых объектах в кадре. Вывесках, книгах, экранах, листах бумаги. Алгоритм обработал все 700 с лишним эпизодов за 72 часа. Результат занял 900 страниц. Большинство скрытых текстов оказались шутками для внимательных зрителей. Стандартная практика анимационных студий. Но среди них обнаружились 31 фрагмент, который не вписывался в этот шаблон. Это были не шутки. Это были цифры, координаты, даты и аббревиатуры. Координаты из одного кадра 8-го сезона указывают на точку в Неваде в 40 километрах от известной военной базы. Координаты из кадра 14-го сезона на участок дна Тихого океана у берегов Японии, где в 23-м году была зафиксирована аномальная сейсмическая активность. Третья пара координат, найденная в эпизоде 20-го сезона, указывает на район в Гренландии, где в 24-м году международная экспедиция обнаружила под ледником структуры искусственного происхождения возрастом предположительно около 12 тысяч лет. Последнее открытие пока не получило широкого освещения. Официальные результаты экспедиции засекречены до 26 года. Среди аббревиатур, найденных Хэллоуэем, одна повторялась 7 раз в разных сезонах – MTP-26. Расшифровка не была очевидной. В 24 году утечка из внутренней переписки одной из крупнейших фармацевтических компаний мира показала: именно под этим кодовым обозначением в компании ведется разработка препарата, влияющего на консолидацию памяти. Препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Плановая дата регуляторного одобрения – 26 год. Отдельный пласт скрытых посланий связан с числами. В 23 эпизодах разных сезонов на заднем плане мелькают числовые последовательности, которые при первом взгляде выглядят как случайный реквизит. Номера домов, цены на ценниках, даты на календарях. Хэллоуэй пропустил их через несколько шифровальных алгоритмов. Один из них дал результат. Последовательности образуют текст при использовании простого числового кода, где каждое число соответствует букве алфавита. Расшифрованный текст состоит из 6 слов на английском языке. Хэллоуэй опубликовал только первые 3, они уже здесь. Остальные 3 он отказался раскрывать публично, сославшись на то, что сначала хочет проверить их смысл через независимые источники. После публикации результатов анализа Хэллоуэй получил письмо от юридической службы студии с требованием удалить алгоритм и все производные материалы, ссылаясь на нарушение авторских прав. Он удалил публичную версию. Но к тому моменту 900 страниц результатов уже разошлись по нескольким архивным платформам и до сих пор доступны тем, кто знает, где искать. Студия никогда официально не комментировала содержание скрытых кадров. Только формальная юридическая претензия и молчание. Пока исследователи разбирали старые эпизоды, мир вокруг менялся именно так, как мультфильм и показывал. Не постепенно и не незаметно, а резкими скачками, каждый из которых совпадал с очередной сценой из архива. В январе 25-го Всемирный экономический форум в Давосе впервые официально поставил в повестку вопрос о введении глобального углеродного паспорта для физических лиц. Документ, который фиксирует личный углеродный след каждого человека и ограничивает его потребление в зависимости от накопленных показателей. В мультфильме эта система появилась в эпизоде 22-го сезона. Гомер не может купить второй гамбургер, потому что его экологический лимит на день исчерпан. Сцена длится 40 секунд и подается как абсурдная шутка. В феврале 25-го Европейский Союз принял директиву об обязательной цифровой идентификации для доступа к государственным услугам. С 26-го года страны-члены обязаны перевести не менее 80% административных взаимодействий в цифровой формат с верификацией личности. В эпизоде 18-го сезона Мардж пытается получить справку в мэрии, и чиновник говорит ей: «Без цифрового профиля вас не существует в системе».
Эпизод вышел в 2007. В марте 25-го 3 крупнейших центральных банка, европейский, японский и канадский, КДМ, синхронно объявили о переходе к отрицательным процентным ставкам по вкладам физических лиц свыше определенного порога. Это означает, держать крупные суммы в банке становится невыгодно. Банк списывает процент за хранение. Механизм принуждает к потреблению и инвестициям. В мультфильме эта система описана в эпизоде 24-го сезона устами Монтгомери Бёрнса, который объясняет ее Гомеру за ужином. Деньги должны двигаться, Симпсон, стоячая вода гниет. Апрель 25-го принес новость из сферы медицины. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило первый коммерческий нейроинтерфейс для гражданского применения. Устройство, которое считывает электрические сигналы мозга и транслирует их в цифровые команды без хирургического вмешательства. Устройство носится как обруч. В эпизоде 15-го сезона Барт надевает именно такой обруч и управляет компьютером силой мысли. Учитель называет это технологией следующего десятилетия. Эпизод вышел в 2004-м. До реального устройства оставалось 21 год. В мае 25-го правительство Сингапура объявило о завершении строительства первого в мире жилого квартала с полностью автономным управлением. Все коммунальные системы, безопасность и логистика района управляются единым искусственным интеллектом без участия человека-оператора. В мультфильме такой район показан в эпизоде 26-го сезона. Он называется «Умный Спрингфилд». В финале эпизода система выходит из строя и блокирует всех жителей внутри домов на 72 часа. Сингапурские чиновники, представляя свой проект, специально оговорились, что смотрели этот эпизод и приняли меры. Июнь 25-го. Китай запустил спутниковую группировку из 380 аппаратов для мониторинга сельскохозяйственных угодий в режиме реального времени. Официальная цель – контроль урожайности и раннее предупреждение о засухах. Побочный эффект – система фиксирует передвижение любого человека на открытой местности с точностью до полуметра. В эпизоде 23-го сезона фермер Клетус смотрит в небо и говорит соседу: «Они теперь знают, сколько у меня коров и сколько раз я выходил в поле». Сосед отвечает: «И сколько раз ты не выходил?» Каждое из этих событий по отдельности имеет рациональное объяснение. Технологический прогресс, административная модернизация, экономическая необходимость. Но когда смотришь на них вместе, на хронологию 25-го года как единую последовательность, возникает ощущение, что кто-то выполняет список. Методично, пункт за пунктом. И этот список был составлен задолго до того, как любое из этих событий стало возможным. Мэтт Грейнинг дал последнее развернутое интервью о предсказаниях мультфильма в 2021 году. Тогда он сказал: «Мы просто умные люди, которые читают много книг». После этого полное молчание по данной теме. На все последующие вопросы о совпадениях пресс-служба отвечает стандартной фразой: «Шоу является художественным произведением, любые совпадения случайны». Эта формулировка не менялась с 22 года, слово в слово, на все запросы от всех изданий. Молчание Грейнинга стало заметным после одного конкретного события. В октябре 23-го журналист издания Rolling Stone Адам Кац опубликовал материал, в котором сопоставил 27 предсказаний мультфильма с реальными событиями и напрямую спросил Грейнинга, знал ли он что-то заранее. Грейнинг ответил коротко: «Поговорите с писателями». Кац попытался связаться с 10 действующими и бывшими сценаристами шоу. 7 не ответили. 2 отказались от комментариев через своих агентов. Один бывший сценарист Джефф Мартин, работавший на шоу с 89 по 97, ответил одним предложением: «Я подписал соглашение о неразглашении, которое действует бессрочно». Бессрочное соглашение о неразглашении для сценариста комедийного мультфильма – это нестандартная практика. Стандартные контракты в индустрии содержат ограничения на срок от 2 до 5 лет после окончания работы. Бессрочные соглашения применяются в 3 контекстах: государственные секреты, корпоративные разработки с высокой коммерческой ценностью и личная безопасность подписанта. В 2024 году бывший аниматор студии, работавший над 7 и 8 сезонами, опубликовал в своем личном блоге короткую запись. Он написал один рабочий эпизод. Во время работы над конкретной сценой художественный директор попросил его изменить фоновый элемент. Заменить нейтральный плакат на стене на плакат с конкретным текстом, который художественный директор продиктовал по памяти. Аниматор спросил, откуда взят этот текст. Художественный директор ответил: из материалов консультантов. Не спрашивай дальше. Запись в блоге набрала 4 миллиона просмотров за 2 суток, после чего блог был удален. Аниматор объяснил удаление личными причинами и больше не давал комментариев. Параллельно существует другой след – финансовый. Компания, владеющая правами на мультфильм, в 2021 году заключила контракт с аналитическим подразделением одной из крупнейших оборонных корпораций США на консультационные услуги в области стратегического контента. Сумма контракта по документам составила $17 миллионов. Оборонная корпорация специализируется на прогнозной аналитике и моделировании социальных сценариев для государственных заказчиков. Контракт был раскрыт случайно, через обязательную финансовую отчетность публичной компании.
Пресс-служба охарактеризовала его как стандартное консультирование по вопросам реализма контента. 17 миллионов долларов за реализм в мультфильме про желтую семью из вымышленного города. Еще один человек, который мог бы ответить на вопросы. Математик и теоретик информации Бен Ричмонд, который работал консультантом шоу с 12 по 18 год. В 22-м он начал публично говорить о своей работе. Дал 3 интервью, в которых намекал на системный подход к встраиванию информации в развлекательный контент. После 3-го интервью он объявил, что берет паузу в публичной деятельности по рекомендации юристов. С тех пор его последняя активность в профессиональных сетях датирована мартом 23-го. Молчание само по себе не является доказательством. Но молчание такого масштаба, одновременное, скоординированное, подкрепленное юридическими инструментами, это уже организационное решение. Кто-то принял это решение, кто-то следит за его исполнением. И судя по тому, насколько последовательно оно соблюдается, ставки достаточно высоки, чтобы никто не захотел проверять последствия нарушения. Существует 2 объяснения всему, что описано выше. Первое. Случайность, усиленная предвзятостью подтверждения. Люди замечают совпадения и игнорируют несовпадения, которых в 700 эпизодах на порядок больше. Второе. Намеренное встраивание информации из закрытых аналитических источников в массовый развлекательный контент. Оба объяснения имеют слабые места. Проблема первого объяснения в конкретике. Предвзятость подтверждения работает с размытыми совпадениями. Предсказал смартфоны или предсказал популярность видеозвонков. Она не объясняет точные координаты в скрытых кадрах, конкретные кодовые обозначения засекреченных проектов и даты с точностью до квартала. Это не интерпретация, это верифицируемые данные. Проблема второго объяснения в мотиве. Зачем прятать реальную информацию в мультфильме? Если речь идет об утечке, почему она продолжается десятилетиями и никто не остановил ее на уровне студии? Если речь идет о намеренном раскрытии, для кого и с какой целью? Здесь появляется третья версия, которую в академической среде называют управляемым раскрытием. Ее суть в следующем. Определенные структуры, располагающие информацией о будущих событиях, будь то технологические, политические или экономические, намеренно встраивают эту информацию в массовую культуру задолго до реализации. Это делается не для предупреждения, а для нормализации. Когда событие происходит, оно уже не воспринимается как шок. Люди где-то это видели, пусть и в виде мультфильма. Психологическое сопротивление новому снижается. Эта концепция не является маргинальной. Исследователь медиа Деннис Мёрфи из Оксфордского университета описал ее в монографии 2021 года «Нарратив как инфраструктура». Он анализировал не мультфильм, а голливудские фильмы о пандемиях, кибератаках и финансовых коллапсах, вышедшие за 5-10 лет до реальных событий. Его вывод: в 37% случаев сценарий этих фильмов содержали технические детали, которые не могли быть получены из открытых источников на момент написания. Если принять версию управляемого раскрытия, то предсказания 26 года приобретают другой смысл. Это не пророчество, это программа. И мультфильм – один из каналов ее трансляции. Что конкретно программа предполагает для 26-го? Из эпизодов, которые еще не нашли своего реального соответствия, выделяются 3 наиболее детализированных. Первый. Введение обязательной биометрической регистрации для международных поездок с единой глобальной базой данных. Второй. Крупный сбой в инфраструктуре одной из ведущих экономик, который приводит к временному переходу на бартерные расчеты в нескольких регионах. Третий. Официальное признание одним из правительств Большой Семерки существования объектов неземного происхождения в государственных архивах. Третий пункт требует отдельного внимания. В 2023 году Конгресс США провел слушания, на которых военные офицеры под присягой показали, что правительство располагает физическими объектами и биологическим материалом неземного происхождения. Слушания прошли в открытом формате, их транслировали в прямом эфире. Реакция мировых правительств была нулевой. Никто не потребовал объяснений, никто не инициировал международного расследования. В мультфильме аналогичное признание показано в эпизоде 25-го сезона. Реакция жителей Спрингфилда до сего ща. Они пожимают плечами и идут дальше. Мы это уже видели в кино, говорит Гомер. Именно это и происходит в реальности. Слушания в Конгрессе, которые 20 лет назад вызвали бы глобальный кризис, прошли незамеченными, потому что люди действительно видели это в кино и в мультфильмах. Многократно, на протяжении десятилетий. Механизм нормализации работает. Вопрос только в том, что именно нормализуется прямо сейчас, в эпизодах, которые еще не нашли своего события. В сентябре 2024 года независимый исследователь из Праги Томаш Новак сделал то, чего никто не делал до него. Он не искал совпадения между мультфильмом и прошлым. Он взял эпизоды, которые еще не нашли соответствия в реальности, и попытался установить точные даты событий, которые в них описаны. Метод простой. Каждый раз, когда мультфильм точно предсказывал реальное событие, между выходом эпизода и событием проходило определенное количество лет. Новак вычислил среднее значение этого интервала по 23 верифицированным совпадениям.
Результат — 17 лет и 4 месяца. Затем он взял все эпизоды, вышедшие в период с 21 по 23 год, и применил этот интервал в обратную сторону. Не вперед, а назад. Это позволило ему определить, какие реальные события могли быть источником информации для каждого эпизода, если допустить, что авторы получали данные из закрытых долгосрочных прогнозов. Совпадение с реальными засекреченными программами, ставшими известными через утечки, составило 61%. Но это была только подготовка к главному выводу. Новак применил тот же интервал в прямом направлении к эпизодам 8 и 9 сезонов 1996 и 97 годы. 17 лет и 4 месяца вперед от этих дат дают период 2013-2014. Он сопоставил содержание этих эпизодов с событиями указанного периода. Совпадение по 18 эпизодам составило 78%. Наивысший показатель за всю историю подобных исследований. Это означало одно: система работает, интервал реален. И тогда Новак сделал следующий шаг. Он взял эпизоды, вышедшие в 2008 и 2009 годах, прибавил 17 лет и 4 месяца и получил 2025-2026. Затем он детально разобрал содержание этих сезонов в поисках того, что еще не произошло. В одном эпизоде 21 сезона, вышедшем в феврале 2009, показана сцена экстренного заседания мировых лидеров в подземном бункере. На экране за их спинами карта с несколькими красными точками на территории Европы и Азии. Диктор за кадром произносит: протокол координации активирован впервые за 70 лет. 70 лет назад, от 2009 — 1939. Год начала Второй мировой. В другом эпизоде того же сезона Лиза читает доклад в школе. Текст доклада показан крупным планом на 3 секунды. Хэллоуэй зафиксировал его в своем анализе. Доклад называется «Великое обнуление национальных суверенитетов» и датирован в тексте 26-м годом. Лиза читает вслух только первый абзац, остальное остается на экране нечитаемым для зрителя, но не для алгоритма распознавания текста. В тексте описан механизм добровольной передачи национальными правительствами части суверенных полномочий над национальному координационному органу в обмен на доступ к централизованным ресурсам во время глобального кризиса. Этот механизм слово в слово описан в рабочем документе Всемирного экономического форума «Глобальное управление рисками», опубликованном в 2023 году. Документ не засекречен, он находится в открытом доступе на официальном сайте организации. Его просто никто не читал, потому что он написан языком бюрократических формулировок на 180 страницах. Самое шокирующее, Новак оставил напоследок. В финальной сцене эпизода от марта 2009 Гомер смотрит телевизор. На экране новостной сюжет. Диктор говорит: «Сегодня правительство подтвердило, то, что вы видели в кино, было правдой с самого начала». Гомер выключает телевизор и идет за пивом. Новак опубликовал свое исследование в ноябре 24-го на платформе для академических препринтов. За первые 48 часов материал скачали 92 тысячи раз. На третий день страница выдала ошибку сервера. Новак написал в службу поддержки. Ответ пришел через неделю, материал был удален по запросу третьей стороны, которая не была идентифицирована в уведомлении. Новак подал апелляцию. Апелляция находится на рассмотрении до сих пор. Его исследование сохранилось в кэше нескольких поисковых систем и на 2 зеркальных архивах. Общее число скачиваний на сегодняшний день превысило 400 тысяч. Итак, вернемся к вопросу, с которого начали. Знали ли они заранее? Факты говорят следующее. Мультфильм содержит верифицированные совпадения с реальными событиями, вероятность случайного возникновения которых составляет 1 к 740 миллиардам. Среди консультантов шоу числились действующие сотрудники спецслужб и аналитических структур, работающих на государственные заказы. Студия заключила контракт на $17 миллионов с оборонным аналитическим подразделением. Все сценаристы подписали бессрочные соглашения о неразглашении. Каждый исследователь, который подходил к теме слишком близко, терял публичную площадку в течение нескольких недель. Это не профиль случайного совпадения, это профиль управляемой информации. Что конкретно предстоит к 2026 году согласно эпизодам, которые еще не нашли своего события? 3 сценария выглядят наиболее детализированными. Первый — крупный сбой глобальной финансовой инфраструктуры продолжительностью от 3 до 7 дней, после которого несколько государств ускорят переход к цифровым национальным валютам. Второй — официальное признание одним из правительств существования программ по изучению объектов неземного происхождения с частичным рассекречиванием архивов. Третий — введение первого наднационального регуляторного органа с реальными полномочиями в сфере искусственного интеллекта, которому национальные правительства добровольно передадут часть контрольных функций. Все 3 сценария уже находятся в активной фазе подготовки в реальном мире. Переговоры о цифровых валютах идут на уровне центральных банков закрытым форматом с 2023 года.
Слушания о неземных объектах в Конгрессе США прямо указали на существование засекреченных программ и назвали 26-й годом плановых раскрытий. Регулирование искусственного интеллекта через единую наднациональную структуру обсуждается в рамках ООН с 24 года. Рабочая группа должна представить проект устава именно в 26-м. Мультфильм продолжает выходить. Новые тайи-эпизоды появляются каждую неделю. И в каждом из них фоновые детали, которые большинство зрителей не замечает. Вывески, газеты, экраны телевизоров, случайные реплики второстепенных персонажей. Алгоритм Хэллоуэя продолжает работать в закрытом режиме. Он сам подтвердил это в коротком сообщении в марте 25-го, не раскрывая результатов. Есть один финальный факт, который важнее всего остального. И кто бы мог подумать, что Симпсоны на самом деле ведут нас к будущему. Если вам интересны такие предсказания и вы хотите узнать больше шокирующих историй, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании. В пилотном эпизоде мультфильма, вышедшем в декабре 1989-го, есть сцена, на которую никто не обращал внимания 35 лет. Гомер сидит перед телевизором, и на экране мелькает изображение. Неразборчивое, на долю секунды. Хэллоуэй стабилизировал кадр и увеличил изображение. На экране телевизора внутри мультфильма другой мультфильм. В нем желтая семья сидит перед телевизором. На их экране снова изображение. Хэллоуэй увеличил и его. На третьем уровне вложения текст. 6 слов. Те самые 6 слов, которые его алгоритм расшифровал из числовых последовательностей скрытых кадров. Те 3 слова, которые он опубликовал, они уже здесь, и те 3, которые он отказался раскрывать. В марте 25-го он раскрыл остальные 3. Они стоят после первых и образуют полную фразу. Полностью она звучит так. Они уже здесь, вы смотрите.